Всем привет! И сегодня у нас долгожданный обзор на новейшую камеру от компании SIY ZR-10. Камера очень интересная, мало того, что она на трехосевом подвесе, так еще она и обладает 10-кратным оптическим зумом, а в сумме с цифровым дает аж 30 крат приближения. Это довольно впечатляющие характеристики, и на рынке на самом деле крайне мало камер подобного рода, да еще и за такую цену порядка $400 она, по-моему, сейчас стоит, но, возможно, скоро будет стоить дороже. Сразу в начале обзора скажу, что эта камера не для киношников, она не делает какую-то впечатляющую кинематографическую съемку. Здесь вообще матрица всего лишь 2К, 4 мегапикселя. Она предназначена совершенно для другого. В первую очередь, это передача изображения в реальном времени. То есть, эта камера будет востребована в определенных сценариях, например, при наблюдении за стихийными бедствиями, мониторинге каких-нибудь трубопроводов, может быть, при поиске людей. То есть, главная фишка этой камеры – получать качественную, хорошую картинку в реальном времени. Камера приезжает вот в такой вот плотной красочной картонной коробке, обтянута она пленкой. Ну и пока я распаковываю пленку, я вам расскажу вкратце о ее характеристиках. Вес данной камеры по паспорту 380 грамм, что довольно-таки немало. Но не забываем, что здесь все-таки 10-кратный оптический зум, поэтому камера имеет довольно-таки крупные размеры. Кроме этого, в камере установлена матрица 2К, разрешение QHD. К сожалению, частота кадров всего лишь 30. Данная камера может записывать видео с потоком всего лишь 12 мегабит, то есть лишний раз подтверждает то, что она больше предназначена для передачи данных в реальном времени. Характеристики подвеса тоже неплохие. По панораме она крутится на 320 градусов, а по наклону она поворачивается на 150 градусов. Камера питается от напряжения 12-25 вольт, ну то есть 3-6S, и может напрямую, безо всяких переходников, штатными проводами подключаться к цифровому передатчику МК-15, ну или HM30 от компании SIY. Внутри коробки мы видим аккуратно уложенную камеру и небольшую коробочку с аксессуарами. На вид не густо, но на самом деле здесь есть все необходимое. В маленькой коробке у нас здесь провода на все случаи жизни, поверьте мне. Я посмотрел, там их очень много. Ну и сама камера. Вот так она выглядит после извлечения. Теперь давайте рассматривать ее повнимательнее. Первое, что мне хочется проверить у данной камеры, это ее вес. Давайте взвесим и посмотрим, насколько нас не обманул производитель. Ставим. 402 грамма. Производитель обманул нас на 12-15 грамм, где-то, по-моему, около 390 было, но, возможно, он взвешивал без вот этой третьей верхней пластины, и как раз-таки 10 грамм она и весит. Ну, в целом, плюс-минус. Ну, что еще из внешне обратить внимание, то, что развесовка у нее немножечко передняя, поэтому она опускается вниз. Но, видимо, это происходит из-за того, что с передней части довольно-таки много линз, потому что вот эта вот самая маленькая линза, которая дальше всех, она двигается, это видно, я вам позже покажу, как она работает. Если говорить о качестве сборки, то все довольно-таки добротно. Сам корпус, вот этот шарик, он пластиковый, скобы, ну и далее здесь до нижнего мотора вплоть, да, металлическая, то есть здесь интегрированы двигатели. По оси тилт у нас упор на 180 градусов. Но программно она поворачивается всего лишь до 90. Ну, если она будет направлена вниз, сориентирована вниз, то как раз она будет четко вниз и смотреть. А вот если ее ставить вот в таком положении, то она будет смотреть всего лишь на 45 градусов. Ну, по оси ролла, я так понимаю, у нас здесь 90 градусов, что должно хватать. А по оси панорамы у нас 320, по-моему, градусов. То есть, видите, почти полностью проходит круг. Еще по поводу качества сборки хотелось бы отметить, что некоторые пользователи на сайте ArduPilot жаловались, что у них раскручиваются в полете винты подвеса. Ну, прямо вот полностью. И он у них буквально разваливается. Даже были фотографии. Как заверил производитель, с 26 августа они вроде как уже
идут с фиксатором резьбы эти подвесы новой партии. Вот у меня как раз вроде бы подвес из новой партии, и там эта проблема должна быть решена. Поэтому давайте вот здесь вот выкрутим винтик. Мне одной рукой неудобно, я сейчас выкручу, вам покажу. Так, винтик выкрутился легко, и насколько я вижу, никакого фиксатора здесь нету. Гладенькая просто резьба, и очень легко выкрутился винтик. Как же так? Неужели у нее все винтики такие? Вот, смотрите, я даже одной рукой ее закрутил и практически одной рукой выкрутил. Сейчас откручу нижний. Так, выкрутил нижний, а вот на нижнем фиксатор есть. Очень странно, на одном есть, на другом нет. Сейчас я выкручу те, посмотрю, вам скажу. Да, вот выкрутил верхний отсюда, здесь тоже есть фиксатор резьбы, но, видимо, забыли нанести на один из винтиков, не буду больше проверять. Все-таки рекомендую пользователям, после того, как они получат этот подвес, проверить винты. Если выкручивается легко, скорее всего, там нет никакого фиксатора, и надо самому нанести фиксатор резьбы. Честно говоря, меня просто убивает то, как SIY вот на таких каких-то, казалось бы, мелочах просто портит себе репутацию. Вроде бы делает более-менее, ну, такие, по соотношению цена-качество очень интересные продукты. Надеюсь, они обратят внимание и будут выпускать продукты более качественные изначально. Ну, по крайней мере, не с такими детскими проблемами. Ладно, мы ушли в сторону. Давайте с вами уже приступим к обзору интерфейсов, какие есть у камеры. В первую очередь, это, конечно же, USB Type-C. У нас здесь на одной из сторон, я так назову, управляющего модуля, да, вот это нижней коробочки, если мы вот тут посмотрим. Этот USB Type-C служит для обновления и настройки подвеса через ассистент SIY, программы ассистент SIY под Windows. Тут как бы у нас вопросов нет, я позже вам покажу, для чего и как она работает. На этой грани у нас стандартный порт для microSD карт памяти. На следующей грани у нас два порта. Верхний это питание. Порт абсолютно идентичен порту питания на наземке HM30. Здесь тоже два плюса и два минуса. Идут последовательно. Входное питание, еще раз напомню, от 12 до 25 вольт. Далее ниже расположен основной порт, так называемый Ethernet. На самом деле там присутствуют еще дополнительные пины. Я вам распиновочку покажу на экране. И с помощью этого порта как раз и производится соединение с передатчиком. Сделаю маленькое отступление для тех, кто не в теме и смотрит обзор на эту камеру, не зная других продуктов SIY. Это все IP-камеры. Они не HDMI. Может быть, кто-то здесь ждет порта HDMI, здесь его не будет. Здесь все по IP потокам идет, по IP видеопотокам. Следующая грань это у нас управляющий порт. Здесь у нас интегрирован UART порт TX-RX и еще контакт S-Bus, ну и земля. То есть всего лишь 4 контакта. Ну, вроде бы по интерфейсам разобрались, ничего сложного здесь нет. И теперь на примере подключения к цифровому юниту МК-15 я сейчас покажу, какие нужны провода. Конечно, эту камеру можно подключить к любому цифровому передатчику, который поддерживает вход видео с потоком RTSP. Но, я думаю, таких передатчиков, наверное, и нету в мире, кроме вот МК-15. Ну, может быть, какие-то специфические вещи, явно не для полета. Итак, нужен провод комплектный из комплекта камеры. В первую очередь вот такой. Это основной провод. Он у нас забирает питание для камеры с юнита МК-15, а также здесь есть две витых пары, которые образуют соединение 100 мегабит. Данный провод у нас стандартно вот в этот порт юнита подключается, а оставшиеся два контакта подключаются на одну из граней управляющего модуля, а именно вот сюда. Вот таким вот образом. На этом все. Камера у нас подключена. И теперь, уже если мы подадим питание на видеопередатчик, то у нас все будет работать и транслировать картинку. И даже подвес будет управляться с помощью пальца на сенсорном экране в приложении SIY FPV. То есть команды управления будут передаваться также по вот этому Ethernet соединению. Если вы хотите, чтобы у вас управлялась камера с помощью органов управления, будь то эта система HM30 и ваш собственный пульт, или если вы имеете систему МК-15 и хотите управлять органами управления пульта МК-15, вам уже здесь понадобится еще один кабель управления.
вот такой. Он тоже идет в комплекте. Но кроме него, если мы будем использовать вот этот вот юнит, еще необходимо вот такой вот кабель. Он уже идет в комплекте с МК-15. Его мы подключаем в порт RC, откуда у него выходит S-Bus. Соединяем его с коннектором управления S-Bus. Также у нас на другом конце есть еще TX, RX и земля для UART порта, но мы их использовать не будем. И, соответственно, другой разъем подключаем к управляющему порту. Вот таким вот образом. На этом тоже как бы все. Мы теперь можем управлять камерой с помощью органов управления пульта по сигналу S-Bus. Это что касается базового подключения, там на самом деле еще больше возможностей, появилась возможность управлять автопилотом. Ну а прежде чем подключать это все к системе МК-15, я советую всегда в первую очередь обновить прошивку. Сейчас я вам покажу, как это делается и вообще из каких модулей внутри она состоит, что там нужно обновлять, потому что все немножечко сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы нам обновить прошивку, нам необходимо подключить. Вот камера сразу инициализировалась, и у нас появились версии прошивки. Те версии прошивки, которые вы сейчас видите на экране, это последние версии по состоянию на середину октября. К слову, по поводу версий программного обеспечения, SiWi их выкладывает периодически на свой Google диск, но там есть довольно много путаницы, новички не сразу поймут, что обновлять. Поэтому у нас в группе Telegram, посвященной продукции SiWi, я выложил архив, пакет со всеми актуальными прошивками, там вот на середину октября. Там есть для всех их устройств, для МК-15, ЧМ-30, юнитов и теперь вот этой камеры. Теперь давайте посмотрим, что мы вообще можем прошить. Вообще камера состоит из трех основных устройств. Это сам подвес, то есть вот это 3 мотора и стабилизатор. Видите, в принципе стабилизирует довольно-таки неплохо. Помимо подвеса здесь еще установлена камера, модуль камеры, который имеет свою прошивку. А также для модуля зумирования, ведь там не просто зумирование, еще и автофокусировка есть. Для нее тоже получилось так, что им потребовалось установить отдельный модуль. Поэтому вот здесь в программе SiWi Assistant мы видим Gimbal прошивку и Zoom прошивку. И прошиваются они по-разному, но в принципе из одного меню. То есть разными прошивками прошиваются. Если версия прошивки у вас ниже, чем версия актуальная, вы можете здесь нажать на кнопку Select и далее выбрать ваш файл и нажать кнопку Upgrade. То есть, как видите, обновить прошивку довольно-таки просто было бы, как говорится, чем. Но еще тут нет прошивки самой камеры, как обновляется она. Так как здесь стоит модуль от IP камеры, скорее всего, потому что по характеристикам видно 2К матрица, максимально пока что 30 FPS она может. Скорее всего, это обычная IP камера, которая выдает RTSP поток. Поэтому, как и многие камеры подобного рода, они обновляются с флешки. Есть специальный файл, upgrade SD, по-моему, он как-то там называется. Мы его закидываем в корень флешки и вставляем флешку в камеру, выключенную. Потом включаем, ждем 3-5 минут и перезагружаем. Прошивка должна установиться. Версию прошивки камеры можно посмотреть в приложении SiWi FPV. Я позже покажу, когда мы будем подключать данный модуль. Теперь, что касается настройки. В версии Assistant 1.2.9 появилась новая вкладка Gimbal Config. И здесь довольно много интересного. Здесь, что касается конкретно настройки этой камеры. Кстати, я до этого не обращал внимания, оказывается, здесь тоже указана версия прошивки камеры. Вот это именно версия прошивки самой камеры, которую мы прошиваем через SD-карту 0.2.5, последняя версия. Мы можем здесь выбрать разрешение камеры при трансляции 1080p или 720p. Кроме этого, изменить IP-адрес камеры я не рекомендую этого делать, а также выбрать кодировку H265 или H264. Я рекомендую выбирать H265, потому что он кодирует гораздо качественнее, а объем потока гораздо ниже, чем с H264. Ну а в левой части конфигуратора мы можем настроить какой-либо функционал камеры на определенный канал
управления. Здесь все интуитивно понятно. Например, функция автофокуса. Мы нажимаем, и здесь у нас от 1 до 16 каналов. Мы можем выбрать здесь любой, и, соответственно, эта функция будет работать на номере этого канала, который подается в сигнале S-Bus на порту управления. Здесь есть несколько функций. Функция автофокуса, включить и выключить, я так понимаю. Функция зума, обязательно она должна быть назначена на какой-то канал. Функция фокуса, обычной фокусировки. Функция YAV у нас отвечает за панорамирование. Ее тоже я бы советовал назначить на какую-то крутилку или стик. Функция питча у нас отвечает за наклон. Функция центрирования, ее можно назначить на кнопку или какой-то тумблер. Функция цветовой режим. Я пробовал назначать ее на кнопку, включал, выключал, но, честно говоря, никакой особой разницы не заметил. В инструкции про нее особо ничего не написано. Функция Picture – это функция сделать фотографию. Функция Rec – это функция записи, ну, то есть это на кнопке надо обязательно назначать. Функция HDR может быть тоже включена на камере, мы это проверим в полете, как она будет работать, эта функция. И режим подвеса, добавили, кстати, в последней прошивке, но это опять же режим стабилизации, режим следования и режим FPV. Ее можно настроить на какой-то трехпозиционный ползунок или тумблер. Ну что ж, с прошивками и конфигурацией разобрались, а теперь давайте подключим ее к пульту МК-15 и посмотрим, как она работает вживую. Тестирование данной камеры я буду проводить с помощью пульта МК-15. Он к ней отлично подходит, вы сейчас это увидите. Я активирую запись экрана, чтобы вам было видно то, что происходит на экране. Юнит МК-15 подключен, он уже забинден с пультом МК-15, и нам остается лишь запустить приложение SIY FPV. Итак, я подал питание на камеру, как видите, она сейчас стоит прямо и уже стабилизируется. И видим, что уже появилась картинка на пульте. Давайте посмотрим повнимательнее. Сейчас вы увидите в записи с экрана пульта, какую картинку по факту мы можем видеть с помощью этой камеры. Я настроил управление камерой себе на левый джойстик. Вот, пожалуйста, я управляем влево-вправо, вверх-вниз, и вы видите, как камера тоже поворачивается. Также можете обратить внимание, какая задержка. Ну, все та же 150-200 миллисекунд, как и в других камерах. Ну, а на примере вот этой двери вы сейчас увидите, насколько эта камера может приблизить. Просто мне сейчас здесь вам негде красиво показать. Вот первый тест будет вот такой. Это максимальное было приближение. Вот сейчас я уменьшил в 3 раза. Вот это, я так понимаю, цифровой зум, который масштабирует матрицу 2К до 720p. Там вроде, по моим подсчетам, как раз и получается 3 раза. Но, кстати, несмотря на то, что 720p, канал сейчас вроде как Full HD идет. Я же там поставил на Full HD, и на мониторе смотрится достаточно все четко. Ну, а теперь сама оптика. Вот таким образом. И в обратную сторону. Четырехкратный, и вот уже дальше пошел 17 и 30. Обратите внимание на то, как работает линза. Вот сейчас максимальный зум, а теперь я отдаляю. Вот она приехала. Видите, насколько она подвижна. Как вы поняли, это я управляю камерой с помощью стиков. То есть, по сути, у нас вот по вот этому кабелю управления, который заходит вот в боковой порт, идет сигнал. Но благодаря приложению SIY FPV мы можем и вовсе без органов управления управлять камерой, а всего лишь пальцем, вводя по сенсорному экрану. Смотрите. Вот оно работает. И здесь провод из баз не требуется. То же самое и приближение. Здесь выведены органы управления, и камера позволяет нам приблизить. Ну вот здесь, видите, довольно-таки
на близком расстоянии камера смогла сфокусироваться. Помимо зума, здесь есть на сенсоре кнопки записи и фото. Сейчас я нажму на кнопку записи, но, к сожалению, я еще не успел вставить флешку, поэтому пишет «проверь флешку». А сейчас я вам покажу ролик, где уже я на земле снимал дома, ну, чтобы подальше немного было. И вы сейчас видите, насколько детализировано изображение, именно детализировано. Не то, что киношное, там цвета и все дела, а именно вот по части четкости. На большом расстоянии данная камера обеспечивает приличную четкость изображения, что вот прям очень важно при наблюдении в реальном времени. Но наземные тесты — это наземные тесты, а в полете все может быть совсем по-другому, поэтому я прекрасно понимаю, что вам нужно узнать, как она будет себя вести в полете, ведь на таком большом увеличении, на таком большом зуме 30X очень важно, чтобы стабилизация была максимально четкой и качественной. Ну что же, теперь уже пора выйти на улицу и проверить данную камеру по назначению, то есть на дроне. Я планирую сейчас провести тест не только на высотный полет, чтобы там с высоты приблизить и посмотреть ландшафт, как она будет себя вести, но и также провести тест дальности. И таким образом заодно как бы проверим, насколько хорошо держит связь по картинке вот этот вот пульт МК-15. Ну а теперь пора взяться за реальные тесты. Так, летный тест. Погода сегодня пасмурная, но ветра практически нет. Мы приехали на поле. И сейчас монтируем камеру ZR-10 на вот такой вот дрон 550 размера с винтами 14 на 5,5. Да. Вот посмотрим по весу. Должно нормально все подходить к этому дрону. И позже будем тут же его тестировать на большом самолете, на Фениксе. Ну вот и установлена камера на дрон, на скорую руку, на стяжках. Просто за пластину здесь зацепили. Она в аккурат подходит по высоте, даже вот еще чуть-чуть побольше, но потихонечку запустим. Видеопередатчик разместили здесь. Длинные провода легко позволяют, длинные коаксиальные провода позволяют легко вывести антенну на лучи. Опустили ее вниз. Вот таким образом. Здесь с этой стороны тоже. И, соответственно, провода, не стал ничего пока укорачивать для тестов. Вот все вот в таком вот виде. Но повлиять на тестирование никак не должно. Сразу стоит оговориться, что на этом дроне сейчас все частоты, какие только возможны. Основное будет это аналоговая связь, передатчик 1,2 ГГц. Может быть, многим знаком. И аналоговая камера вот здесь. То есть здесь идет передача в 1,2 ГГц. Потом у нас здесь расположен приемник MFD Link на 433 МГц для управления. А МК-15 будет у нас вещать в диапазоне 5,8 ГГц. Важный нюанс, что я подключил здесь только кабель питания и видео, и еще кабель S-Bus для управления камерой с пульта МК-15. Соответственно, телеметрии с дрона вы там не увидите. Она Mavlink не подключена, здесь не задействована. Это все будет у нас на Фениксе. Но я по дальности, по высоте буду подсказывать с аналогового дисплея. Там будет вся телеметрия на ОСД. Все будет как обычно, поэтому вся информация будет доступна. Ну что ж, сейчас ставим батареи и пробуем включать и взлетать. Включаем дрон. Нам пришлось тут такую конструкцию сделать, потому что ноги коротковаты оказались. Вот видите, камера инициализировалась. Все в порядке. Ну, так как на скорую руку вот цепляли к дрону, поэтому не рассчитали немножечко.
Вот дрон с камерой поближе. Ну что ж, теперь самое время проверить на Фениксе связь, когда мы уберем все лишние помехи и посмотрим, насколько он все-таки летает, это МК-15. Пока что-то я в замешательстве, потому что примерно на километре, даже с патчами, у нас связь прям пропадала. Что с патчами, что с плоскими антеннами. Нормально. Вот это был сейчас. Я хотел там четко на эту вот посадить, на дырку. Да, хреновенько. Нормально так. В общем, камера жива вроде, да? Выдержала, да. Закончили мы испытание на дроне и теперь переставляем камеру на Феникс. Итак, ну вот камера установлена, все на скотче пока для тестового полета. Антенны выведены вот сюда. Камеру пришлось установить боком, поэтому центр у нее здесь, но это поправимо, ее можно всегда в пульте поправить. Вот смотрите, сейчас мы выровняем. Все готово, все по центру. И она будет также по центру теперь и стабилизироваться. Ну что ж, проверяем центровку и пробуем запускать. Основное управление я буду осуществлять с пульта на базе R9M. А здесь у нас будет просто как управление камерой, да, и FPV, собственно говоря, основное. Также можно сенсором управлять и зумировать. Телеметрия работает, как видите, я подключил к аппарату, вот уже 20 мА съели, пока тут сидим. На пульте я установил патчи, потому что с плоскими антеннами совсем прям плохо было, на километре обрывалась связь на дроне, но там, возможно, из-за ретранслятора, который здесь стоял на 5,8 ГГц, он, скорее всего, забивал. Ну и на самом дроне там много чего было, 1,2 и 433. Здесь у нас все чистенько, только 868 МГц там антенка и вот 5,8. Обратите внимание, что антенна довольно близко, производитель советует не менее 10-15 сантиметров, поэтому, опять же, я не жду чудес от связи, но хоть 5 километров-то мы должны взять. Итак, стартуем! Летит. Так, ну вот, полет на самолете проводится, попробуем покрутить камеры. Вот само крыло. В принципе, связь довольно-таки хорошая. Расстояние, вы видите, уже километр. И мы продолжаем лететь по прямой. Посмотрим, насколько удастся улететь. Ну и, конечно же, зум на самолете.
Посмотрим, как он приближает. Вот максимальный зум. Ну, самолет, понятное дело, там как-то шатает. Поэтому четко он не отражает. Километр 600 расстояние. Связь, Зум, конечно, четкий. связь пока стабильна. Мы летим в круизе на высоте 150 почти метров. Режим связи 8 километров. Low latency. Так, вот здание элеватора, которое, я не знаю, посмотрю по карте, но думаю, километров 15-то есть, наверное. 10, наверное, точно. 4 километра расстояние, пока я не вижу каких-то задержек связи. Все довольно хорошо летит. Так, высота 150 метров, вот прям практически по прямой, расстояние уже 5400 и начинаются небольшие подтормаживания, хотя 78 дБм у нас уровень сигнала. Давайте чуть-чуть выше сейчас поднимемся. Переключаюсь в режим стаба, видите, изменилась частота винта и отклоняю. Итак, ну вот сейчас мы поднялись на высоту почти 300 метров. Здесь вот накладываются кнопки интерфейса, 293 метра. И вот видим 7300 расстояние у нас до дома, 7,5 километров. И связь, в принципе, устойчивая. Но, как говорится, на грани 78 дБм, она прям вот чуть-чуть отклоняешь пульт и начинает подтормаживать, к сожалению. Итак, вот развернулись мы домой, связь где-то вот на 7,5 пропала, но у нас здесь антенны, видите, они сгибаются, поэтому когда ровно стоит, он смотрит в небо, а нам нужно вот как бы вот так вот. Смотрите на уровень сигнала в верхней части, 73 дБм, это вот хорошо, где-то на 80-82 начинает обрываться связь, а на 70 вот так вот он может очень долго лететь. Ну, у нас, похоже, сегодня будет не только тест дальности, но еще и тест влагоустойчивости, потому что пошел сильный дождь. На расстоянии 7 километров мы сейчас находимся, пришлось вот так вот расположить пульт и ждем самолета оттуда. Туда уже попадает вода, он летит, скорее всего, под дождем. Все крыло мокрое, там прям сильно идет довольно дождь, но камера справляется пока со своей основной функцией, и связь, в общем-то, нормальная. Ну, конечно, уже мы близко прилетели, 3,7 километра. Сейчас вот у нас здесь дождь уже стихает. Посадили самолет, дальше запланировано, потому что из-за дождя связь вообще непонятно как работала. Вот в таком состоянии вернулась камера, вся мокрая, но работает. Итак, ну вот, снял я все это оборудование, что могу вот сказать сходу в поле. В принципе, вот камера мои все ожидания оправдала. Она очень хорошо стабилизирует, у нее хорошая детализация, там может быть, ну, цвет передач не такая, конечно, как в Мавике, да, но для поиска, для каких-то таких вещей профессиональных, осмотров в режиме реального времени более чем достаточно, я считаю. По поводу пульта МК-15, что могу сказать в живом тесте, он, конечно, удобней, чем HM30 в плане того, что здесь все интегрировано, вот, плюс, конечно, я еще не пользовался встроенным управлением, да, использовал свой пульт Радиомастер, это немножечко неудобно было. А используя его, просто отличный вариант. Вот пульт суммарно был включен
где-то 1,5-2 часа, пока мы тут все настраивали. И израсходовал он 20% заряда, 95 было на старте, что я считаю очень неплохо. Можно целый день на нем работать, если, допустим, вот на агродроне, к примеру, опрыскивать, и не потребуется какая-то дополнительная зарядка. По уровню связи система очень похожа на HM30, я думаю, она там, одинакова, как мы уже ранее рассматривали. На самолете удалось без проблем, там, на 7 километров она работала, да, но с учетом того, что вот эти вот комплектные антенны, я на HM30 использовал более крупные антенны, ну и расположение на дроне, на самолете было тоже так себе, там, по идее, надо разнести, получше все это расположить. Я думаю, 15 она свои сможет оправдать, нас, конечно, вот дождик еще распугал. Ну, а то, что на дроне связь оборвалась в 1 километре, прям что на патчах, что на обычных плоских антеннах, скорее всего, это связано с передатчиком 1,2 ГГц, который стоял прямо там на дроне. Да, вот, возможно, проблема именно вот в этом передатчике на 1,2 ГГц. Потому что на Фениксе там сходу другая ситуация. Там на 120 метрах, там на 140 мы летели. До 3 километров даже ни намека не было на какую-то плохую связь. В общем, система МК-15 для дронов вообще идеальна, но она для дронов и разрабатывалась. Для самолетов, конечно, да, я думаю, 10-15 километров это предел комфортного использования данной системы. Но это тоже неплохо для определенных задач, особенно вот для полетов с такой вот камерой на самолете, я считаю, что очень и очень достойный вариант. Я, честно говоря, на рынке каких-то альтернатив за эту сумму, да, не вижу. Не вижу, не знаю, может быть, вы что-то мне в комментариях там подскажете. Что ж, ну и в завершении я скажу свое мнение по камере ZR-10. Я тестировал ее на базе системы МК-15, поэтому еще и часть мнения я скажу об МК-15. Ну, можете считать это продолжение предыдущего обзора, скажем так. По самой камере я могу сказать, что с заявленными функциями она полностью справляется. Ну, вы сами видели, что дальность приближения у нее довольно-таки серьезная, и она превосходит Mavic 3 по качеству изображения. Ну, насколько я вот мог сравнить сейчас вот сайд-бай-сайд, я вам две картинки расположу, приближение ZR-10 и Mavic 3. Вы можете видеть, что у Mavic 3 все-таки менее четкая картинка. Касательно установки на носитель, ну, на дроне там вообще без проблем. 550 рама, 14-дюймовые пропеллеры ее тянут на ура. С Фениксом вообще нет проблем, он везет ее не напрягаясь. Я думаю, даже на 2-метровый Феникс эта камера вполне себе подойдет. Что касается хоббийных аппаратов, использовать в принципе можно, особенно если у вас есть потребность в такого рода съемках данной камеры, то это будет одним из лучших вариантов на рынке на текущий момент. Ну и пару слов о МК-15. Я впервые сегодня летал именно на вот этом пульте сборном, до этого только на HM30, и мне понравилось, действительно удобно, что здесь сразу экран и орган управления. Да, конечно, этот пульт на антенный трекер не поставить, и большие антенны тоже сложно прикрутить, но для сравнительно небольшого расстояния этот пульт вполне себе подойдет. То есть 10-15 километров действительно на нем можно летать. Ну а вот ту картинку, которая дает эта камера, летать еще вдвойне приятнее. Ну что ж, вот такие у меня впечатления по данным продуктам. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях, я постараюсь по максимуму ответить, что знаю. Я обязательно еще буду летать на данном комплекте, вы увидите наверняка на моем канале ролики, снятые этой камерой. Всем спасибо за просмотр, пока!